Привет, меня зовут Марина, и вы проходите курс Russian Cases. Это видео будет посвящено родительному падежу Genitive Case. А именно в этом видео мы поговорим, как мы образуем существительные в родительном падеже. И давайте начнем с существительных в родительном падеже в единственном числе Genitive Singular. Здесь нам важно знать, какой род у существительного. Это слово мужского рода. Если это слово мужского рода, тогда у нас будут окончания «а» или «я». Например, это стол, но мы скажем это два стола. К слову стол мы добавили окончание «а». Это стул, это два стула. Окончание «й» или «и» краткое мы меняем на «я». То же самое мы делаем и с мягким знаком. Это словарь, это два словаря. Это музей, это два музея. Это санаторий, это два санатория. Следующая группа — слова среднего рода. В единственном числе родительного падежа у нас будут окончания «а» или «я». Это окно, это два окна. Это море, это два моря. То есть, если у нас было окончание «о», в родительном падеже будет окончание «а». Если было окончание «е», в родительном падеже мы меняем на окончание «я». И слова женского рода. Здесь в единственном числе у нас будут окончания «и» или «и». Это школа, это две школы. Это улица, это две улицы. Но это книга, это две книги. Здесь у нас уже будет окончание «и». Почему? Потому что перед окончанием у нас гласный специальный. Есть такие специальные гласные в русском языке, после которых никогда не бывает «и». Это такие гласные к, г, х, ж, ш, ч, щ. После этих 7 согласных никогда не используем окончание «и». Мы пишем только окончание «и». Это книга, это две книги. Это студентка, это две студентки. Это девушка, это две девушки и так далее. Еще слова женского рода, которые оканчиваются на мягкий знак или на «я», тоже будут в родительном падеже оканчиваться на «и». Это деревня, это две деревни. Это площадь, это две площади. Это был родительный падеж единственного числа. И теперь самое интересное. Существительные в родительном падеже множественного числа. Важный момент, что формы родительного падежа множественного числа мы будем образовывать не от форм множественного числа, а от форм единственного числа. То есть мы будем смотреть на слова не студенты, книги или моря, а будем смотреть на слова студент, книга, море. И давайте начнем со слов мужского рода. Если слово оканчивается на согласный звук, например, студент, стол, то к согласному звуку мы добавляем окончание «ов». Один студент, много студентов. Один стол, много столов. Но если у нас последний согласный звук ж, ш, ч или щ, то окончание будет не «ов», а окончание будет «ей». Один нож, много ножей. Один карандаш, много карандашей. Один врач, много врачей. Один плащ, много плащей. Если слово заканчивается на «й» и краткое, то и «й» мы заменяем на «ев». Один трамвай, много трамваев. Один музей, много музеев. Если оканчивается на мягкий знак, то мы тоже заменяем на окончание «ей». Один словарь, много словарей. Но есть и исключения, слова, которые нужно просто запомнить. Достаточно легко, потому что почти все исключения в родительном падеже – это те же самые исключения, которые у нас были в именительном падеже множественного числа. То есть, если вам нужно было запомнить слово «друг», «друзья», «брат», «братья», «дерево», «деревья», то вам нужно будет запомнить форму этих слов и во множественном числе родительного падежа. Один друг, много друзей. Один брат, много братьев.
Один стул, много стульев. Еще несколько исключений. Слова, которые оканчиваются на «ц». Один месяц, много месяцев. Один отец, много отцов. Один огурец, много огурцов. Один палец, много пальцев. Дальше. Слова женского рода. Если у нас слово в единственном числе оканчивалось на «а» или «я», то обычно окончание мы просто убираем. Одна книга, много книг. Одна сестра, много сестер. Здесь небольшое исключение, потому что сестра, если мы уберем «а», то у нас очень много согласных вместе и сложно фонетически говорить много сестр. Поэтому мы добавляем дополнительный гласный звук, и получается много сестер для легкого произношения. То же самое происходит и со словами «одна девушка», «много девушек», «одна студентка», «много студенток». Если у нас слова женского рода оканчивались на «ия», то здесь происходит то же самое. Мы выбрасываем окончание «а», и у нас остается окончание «ий». Вы помните, что в русском языке «я» состоит из двух звуков «й», а мы выбрасываем. И получается одна аудитория, много аудиторий. Если слово оканчивалось на мягкий знак, например, одна тетрадь, одна площадь, то мягкий знак мы меняем на окончание ей. Много тетрадей, много площадей. И несколько исключений для женского рода. Мать, одна мать, много матерей. Одна дочь, много дочерей. Вообще слова мать и дочь всегда нужно будет запоминать, это всегда слова исключения. И последнее – слова среднего рода, слова, которые оканчиваются на «о» или «е». Если слово оканчивалось на «о», то мы просто убираем окончание «о». Одно слово – много слов. Одно окно – много окон. Опять же, здесь мы добавляем «о» между «к» и «н» для легкого, красивого произношения. Окон было бы некрасиво. Много окон. Одно письмо, много писем. Одно кресло, много кресел. Если слово оканчивалось на «е», то мы изменяем на окончание «ей». Одно море, много морей. Одно здание, много зданий. И, конечно, в среднем роде у нас тоже будут исключения. Одно имя, много имен. Одно время, много времен. Одно облако, много облаков. На этом все. Я рекомендую сразу после этого видео выполнить задание под этим видео и написать формы слов в родительном единственном и в родительном множественном. Спасибо! Продолжайте проходить курс Russian Cases. Пусть ваши падежи становятся лучше и лучше. И продолжайте учить русский язык вместе с Мариной Russian Language Club. Пока-пока! До скорой встречи!